АвтоВАЗ совсем обнаглел. Заводу гранты обходятся в какие-то 200 тысяч рублей, а нам их продают за миллион, зарабатывая на каждой машине 700 тысяч. В последнее время в интернете часто можно встретить такие высказывания. Многие люди уверены, в том числе и я, что АвтоВАЗ делает огромные деньги на продаже своих автомобилей, поскольку себестоимость Лады Гранты невысока. Чтобы разобраться, стоит начать с вопроса: может ли сегодня себестоимость Лады Гранты для завода составлять 200 тысяч рублей или чуть больше? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть несколько факторов. Во-первых, себестоимость автомобиля включает не только затраты на материалы, но и множество других расходов: оплата труда инженеров и рабочих, расходы на сборку, содержание завода, отопление, электричество, водоснабжение и многое другое. Весь завод работает на производство автомобилей и их продажу, поэтому все эти расходы включаются в себестоимость. Во-вторых, давайте посмотрим на стоимость материалов. Голый кузов Лады Гранты весит около 300 килограммов. Сегодня 1 килограмм стали обходится заводу примерно в 40 рублей. Значит, кузов стоит около 12 тысяч рублей, плюс работа. Добавим к этому все остальные компоненты: подвеску, проводку, двигатели, коробку передач, покраску кузова, сборку и другие расходы. В результате автомобиль может обходиться заводу в те самые 200-300 тысяч рублей, о которых говорят некоторые. А пока хочу рассказать, как сейчас все-таки можно сэкономить на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каска, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Себестоимость в 100 тысяч рублей точно была в прошлом, когда Лада Гранта стоила около 300 тысяч рублей. Но сегодня, когда все дорожает, многие нас уверяют, что собрать автомобиль за такие деньги невозможно. Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, в прошлом году заявлял, что завод зарабатывает на продаже одной Гранты около 40 тысяч рублей. При цене базовой модели в 911 тысяч рублей в эту сумму уже включены доходы дилера и расходы на логистику, которые значительно выросли в последние годы. Доставка одной Гранты от завода до дилера стоит около 40 тысяч рублей. Столько же зарабатывает и дилер. То есть только что собранный автомобиль по заявлениям АвтоВАЗа стоит около 800 тысяч рублей. Если верить словам Соколова, то себестоимость автомобиля составляет примерно 760 тысяч рублей. Какая же ложь в наши уши? Инженер АвтоВАЗа, известный в сети как ХДМ, сообщил, что точную себестоимость Гранты он не знает, так как эта информация секретная. Однако по одной из оценок себестоимость самой простой комплектации может составлять около 600 тысяч рублей. Чем выше комплектация, тем выше и себестоимость. Что логично, в дорогих комплектациях больше опций. Правду ему, конечно, запрещают говорить. Он заявляет, что в этом году на Гранту планируется установка климат-контроля и круиз-контроля, а на Ладу Весту системы ESP, что приведет к росту стоимости автомобиля. Хотя и называемая отечественная система ESP состоит в основном из китайских компонентов, как и система ABS, собираемая предприятием Ителма. Однако нам обещают, что в ближайшие годы эти системы будут полностью локализованы, хотя это, скорее всего, приведет к еще большему росту цен. Вопреки ожиданиям, рост доли отечественных деталей в автомобиле не снижает его стоимость. Наоборот, пример системы ABS показал, что отечественная система оказалась дороже, чем аналогичная система от компании Bosch. Причина в том, что Bosch выпускает свои блоки ABS в огромных объемах, что позволяет снижать цену, в то время как наш рынок сбыта ограничен внутренним потреблением. Чтобы окупить затраты на производство, компании нужно делать качественный, конкурентоспособный и недорогой продукт и успешно продавать его и в других странах. Но компании выбирают просто продавать блоки дороже у нас в стране. Ведь конкуренции нет и заказы гарантированно будут, государство
поможет. И это только один пример. В наших автомобилях все еще много иностранных деталей. Инженер КХДМ отметил, что многие крепежи, резинотехнические изделия, болты и гайки до сих пор закупаются за рубежом, поскольку их производство в России обходится дороже. Например, уплотнители дверей или стекол из Китая дешевле, потому что китайцы производят их в огромных количествах, а наш рынок якобы слишком мал. Именно таким образом АвтоВАЗ объясняет, почему ожидать снижения цен на автомобили в ближайшие годы не стоит. А как считаете вы, какая себестоимость у Гранты? Прошу поставить лайки и написать любой комментарий для продвижения нашего недовольства.